Привет, друзья! Планета снова под ударом. Землетрясения, ураганы, наводнения и оползни вновь терзают нашу планету. Катаклизмы следуют один за другим. Эти кадры сняты в разное время и в разных странах, но их объединяет одно – разрушительная сила стихии. В этом выпуске все ключевые события последнего дня. Мощный снегопад, обрушившийся на столичный регион России, спровоцировал серьезные сбои в работе транспортной инфраструктуры и привел к ряду инцидентов в городской черте. Наиболее напряженная обстановка сложилась в международном аэропорту Шереметьево, где из-за экстремальных метеоусловий и низкой видимости были отменены в общей сложности около 40 рейсов на прилет и вылет. Часть воздушных судов, следовавших в Шереметьево, была перенаправлена на запасные аэродромы, еще несколько десятков рейсов выбились из расписания. Аэродромные службы задействовали максимальное количество спецтехники для расчистки взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, однако интенсивность осадков существенно замедляла темпы обслуживания лайнеров. Стихия нанесла удар и по городским объектам. В московском районе Чертаново под тяжестью скопившихся снежных масс произошло частичное обрушение кровли ледового катка. По сообщениям оперативных служб города, инцидент произошел в утренние часы, когда спортивный объект еще не начал работу, благодаря чему внутри не было посетителей и персонала. В результате обрушения кровли никто не пострадал, однако зданию нанесен значительный материальный ущерб. В Москве сохраняется оранжевый уровень погодной опасности. Городские и коммунальные службы ведут круглосуточную борьбу с последствиями метели. Департамент транспорта Москвы рекомендует пассажирам, планирующим поездки из Шереметьево, заранее проверять статус своих вылетов на онлайн-табло и по возможности пользоваться поездами Аэроэкспресс, так как дорожная ситуация на подъездах к аэропорту остается крайне сложной из-за многочисленных заносов и ДТП. «18 февраля турецкая провинция Адана оказалась в эпицентре экстремальных ливней, вызвавших масштабные наводнения и опасные геологические процессы. Мощный грозовой фронт парализовал жизнь административного центра, превратив городские улицы в глубокие озера, из-за чего движение транспорта оказалось практически невозможным. В центральных кварталах Аданы под водой оказались первые этажи зданий и подземные переходы. Не менее драматичная ситуация сложилась в сельской местности, особенно в районе Юрий-Гир, где паводковые воды поглотили обширные сельскохозяйственные угодья. Местные фермеры, спасая посевы от неминуемой гибели, были вынуждены в экстренном порядке возводить импровизированные земляные насыпи с привлечением тяжелой строительной техники, пытаясь отвести потоки воды от плантаций. Наиболее катастрофические последствия стихии зафиксированы в горном округе Феке. Проливные дожди спровоцировали там серию оползней. На одном из ключевых участков региональная дорога просела на 10 метров, что сделало проезд невозможным и отрезало ряд населенных пунктов от внешнего мира. Власти провинции приняли решение о немедленном закрытии всех школ в округе Феке. Сегодня в Адане продолжаются работы по откачке воды из затопленных районов. Ведется расчистка дорог. Метеорологи предупреждают, что почва в предгорьях Тавра переувлажнена, что сохраняет высокий риск новых оползней. Жителям пострадавших районов настоятельно рекомендуется избегать поездок по горным серпантинам и внимательно следить за официальными уведомлениями властей о состоянии дорожной сети. 19 февраля японский город Саппоро, столица префектуры Хоккайдо, оказался в эпицентре мощного снежного шторма, который привел к установлению нового сезонного рекорда высоты сугробов. Согласно данным японского метеорологического агентства, за неполные сутки в административном центре выпало около 16 мм осадков, что привело к резкому приросту снежной массы.
Общая высота снежного покрова в городе официально достигла отметки в 102 сантиметра, увеличившись на 14 сантиметров всего за один световой день. Столь интенсивный снегопад, вызванный сильным зимним атмосферным давлением над Японским морем, спровоцировал серьезные перебои в работе городской инфраструктуры и транспортной системы острова. Разгул стихии привел к массовым задержкам и отменам железнодорожных рейсов, связывающих Саппоро с аэропортом Нью-Читоса и другими регионами префектуры. Дорожные службы города перешли на круглосуточный режим работы, задействовав сотни единиц снегоуборочной техники для расчистки ключевых магистралей и трамвайных путей. Однако интенсивность осадков значительно это осложняла. В жилых кварталах Саппоро зафиксированы случаи падения снежных глыб с крыш и обрывы линий электропередач и связи под тяжестью налипшего мокрого снега. Метеорологи предупреждают, что при достижении метровой отметки снежного покрова резко возрастает риск схода лавин на прилегающих к городу склонах и обрушения легких пристроек. Синоптики прогнозируют, что снегопады на Хоккайдо продолжатся до конца недели, что может привести к дальнейшему росту высоты снежного покрова и новым ограничениям в работе аэропортов региона. Специальные муниципальные бригады экстренно вывозят снег из центральных районов города, чтобы предотвратить полный паралич движения в преддверии выходных. – 18 февраля город Алауси в Эквадоре, расположенный в высокогорной провинции Чимбораса, пострадал от внезапного схода селевого потока, которые вызвали проливные дожди. Грязекаменная масса, несшая с собой обломки горных пород, обрушилась на городские улицы, наиболее сильно затронув район местного кладбища. В результате разгула стихии пострадали 3 человека. Поток нанес значительный материальный ущерб жилому фонду. В нескольких кварталах города зафиксированы повреждения фасадов, затопление подвалов и первых этажей зданий, а также разрушение хозяйственных построек. К ликвидации последствий были немедленно привлечены объединенные силы полиции, пожарных расчетов, подразделений армии и национальных служб по управлению рисками. Масштабное загрязнение дорожного полотна привело к транспортному затору на стратегически важной национальной трассе Е-35, соединяющей крупнейшие города Риобамба и Куэнка. Движение на участке, проходящем через Алауси, было полностью парализовано из-за толстого слоя грязи и камней. На подъездах к пострадавшему району образовались многокилометровые заторы. Водителям настоятельно рекомендовалось использовать объездные маршруты через Гуаранду или прибрежные трассы, пока тяжелая техника расчищала основной путь. Сегодня движение по трассе Е-35 частично восстановлено. Тем не менее, обстановка в провинции Чимбораса остается напряженной. Метеорологи предупреждают о сохранении высокой вероятности интенсивных осадков в Андах, что в условиях переувлажнения почвы создает риск новых оползней. 17 и 18 февраля южные и восточные регионы Румынии оказались во власти зимнего циклона, принесшего в страну экстремальные снегопады и мощные метели. Наиболее критическая обстановка сложилась в столичном регионе, Бухаресте и прилегающем уезде Илфов, где менее чем за 24 часа выпало от 40 до 50 мм осадков в водном эквиваленте. При сохранении отрицательных температур это привело к формированию рекордного снежного покрова высотой до 45 сантиметров, а на открытых участках и в пригородах из-за шквалистого северо-восточного ветра образовались снежные переметы, превышающие полуметровый уровень. Видимость на ключевых автомагистралях упала до нескольких сотен метров, что фактически парализовало дорожное движение в Мунтении и южной части Молдовы. В связи с беспрецедентным разгулом стихии власти были вынуждены ввести оранжевые и красные коды погодной опасности в ряде уездов, включая Вранчу, Галац и Джурджу. Стихия нанесла сокрушительный удар по энергетической и транспортной инфраструктуре страны. В сельской местности налипание мокрого снега на провода в сочетании с порывистым ветром вызвало массовые аварии на линиях электропередачи, в результате чего десятки тысяч потребителей временно остались без света. Коллапс затронул и воздушное сообщение. В международном аэропорту Бухареста имени Энрико Анде были отменены или задержаны десятки внутренних и международных рейсов.
Не менее сложная ситуация наблюдалась на железной дороге. Из-за глубоких заносов на путях и необходимости снижения скорости составы следовали с многочасовыми опозданиями. Образовательный процесс в пострадавших регионах был полностью остановлен или переведен в дистанционный формат, чтобы минимизировать риски для учащихся. Сегодня в Румынии продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий шторма. Расчистка основных магистралей ведется с привлечением тяжелой инженерной техники, а аварийные бригады энергетиков пытаются восстановить подачу электроэнергии в изолированные снегом села. Синоптики предупреждают, что хотя интенсивность осадков снизилась, низкие температуры и сохраняющийся ветер будут способствовать образованию гололеда и переносу снежных масс на расчищенные участки дорог. Бразильский город Таубате, расположенный в штате Сан-Паулу, подвергся удару сильного грозового фронта, принесшего с собой интенсивные ливни и шквалистый ветер. Согласно официальным данным муниципальной службы гражданской обороны, основной пик шторма пришелся на вечерние часы. В регионе выпало более 20 миллиметров осадков. Сильный ветер в условиях городской застройки вызвал массовое падение деревьев на проезжую часть и частные владения. Падение крупных веток и целых стволов деревьев на линии электропередач спровоцировало каскадные отключения электричества. Сразу несколько жилых массивов оказались полностью обесточены, что потребовало экстренного вмешательства ремонтных бригад. Ливень вызвал кратковременные подтопления низинных участков дорог, затруднив движение транспорта в час пик. Несмотря на значительное количество инцидентов, информации о погибших или серьезно пострадавших в ходе шторма не поступало. Подразделения гражданской обороны и муниципальные службы перешли на усиленный режим работы, ликвидируя последствия разгула стихии. Синоптики предупреждают, что в штате Сан-Паулу сохраняется высокая атмосферная нестабильность, характерная для летнего сезона, в связи с чем жителям Таубате рекомендовано проявлять осторожность во время гроз. Округ Центральная Тапануля в индонезийской провинции Северная Суматра пострадал от масштабного наводнения, вызванного экстремальными тропическими ливнями. Стихия, начавшаяся вечером в понедельник, к утру вторника охватила практически все районы округа, приведя к катастрофическому росту уровня воды в реках и многочисленным инфраструктурным авариям. Паводковые потоки затопили тысячи жилых домов, размыли ключевые автодороги и нанесли серьезные повреждения мостовым переходам, часть из которых была полностью разрушена напором воды. В ряде населенных пунктов из-за затопления подстанций было превентивно отключено электроснабжение, что в сочетании с разрушенными путями сообщения привело к фактической изоляции отдельных общин. Наиболее серьезная ситуация сложилась в прибрежных районах центрального Тапанули, где выход рек из берегов сопровождался прорывом нескольких защитных дамб. Уровень воды в жилых кварталах достиг 1 метра, заставив людей спасаться на крышах своих домов и возвышенностях. Экстренные службы совместно с волонтерами и военными развернули масштабную спасательную операцию, эвакуируя население в специально организованные временные убежища и пункты помощи. Несмотря на внушительные масштабы затопления и значительный материальный ущерб, сообщений о погибших или пропавших без вести не поступало. Сегодня в центральном Тапануле сохраняется режим чрезвычайной ситуации. Хотя интенсивность осадков снизилась и вода начала медленно отступать, почва остается предельно переувлажненной, что поддерживает риск возникновения оползней в холмистой местности. Власти округа инициировали сбор данных для оценки колоссального ущерба, нанесенного аграрному сектору и инфраструктуре, призывая жителей сохранять бдительность и пользоваться пунктами раздачи чистой питьевой воды для предотвращения вспышек инфекционных заболеваний в пострадавших районах.
Центральная провинция Аргентины Кордова пострадала от грозового фронта, принесшего на юг региона экстремальные ливни, ураганный ветер и град рекордных размеров. Мощная суперячейка, сформировавшаяся в вечерние часы, спровоцировала масштабный хаос в нескольких муниципалитетах. В городе Ховита за короткий промежуток времени выпало около 51 мм осадков, в то время как в ближайших пригородах этот показатель достиг и вовсе 90 мм. Шквалистые порывы ветра, сопровождавшие грозу, буквально срывали крыши с жилых домов, вырывали с корнем деревья и валили рекламные конструкции. Проезжая часть дорог оказалась заблокирована обломками строений и стволами деревьев, что в сочетании с наносами града и глубокими лужами практически парализовало транспортное сообщение в южной части провинции. Особо разрушительный характер стихия приняла в районах Альма-Фуэрте и Эмбальса, где выпал крупный град, размер которого в отдельных случаях достигал величины теннисного мяча. Ледяная канонада нанесла тяжелый урон частной собственности. Сотни автомобилей получили серьезные вмятины и лишились стекол, повреждены крыши домов и хозяйственных построек. Однако наиболее катастрофические последствия зафиксированы в аграрном секторе. Град и шквалистый ветер практически уничтожили обширные плантации кукурузы и сои, находившиеся в стадии созревания. Местные фермеры сообщают о невосполнимых потерях, которые неизбежно скажутся на итоговых показателях урожайности региона в текущем сезоне. В пострадавших департаментах провинции Кордова продолжаются аварийно-восстановительные работы. Муниципальные службы ведут расчистку улиц от завалов, энергетики восстанавливают поврежденные линии электропередачи. Официальных данных о погибших не поступало, однако материальный ущерб инфраструктуре и сельскому хозяйству оценивается как колоссальный. Синоптики предупреждают, что атмосферная нестабильность в Центральной Аргентине сохраняется и призывают жителей южных районов сохранять бдительность. Друзья, на этом наш выпуск завершен. Будем рады видеть вас снова. Подписывайтесь и до встречи завтра в новом выпуске.